Привет, я Ева Катерина. Мы вместе поедем на Прайд, посмотрим и поучаствуем в нем. Мы поедем в город Сиджес, это пригород Барселоны, он прям возле Барселоны находится. Чаще всего это очень радужный город, потому что там очень много ЛГБТ тематики, и так просто сообщество очень большое ЛГБТ. Очень красивый город. Сейчас буду направляться на пляж. Я еще была в Карифуре, купила пепси с манго. Интересный факт про Сиджес. В одной большой пещере нашли голову неандертальца. Ей примерно 53 тысячи лет. Вот, смотрите, я должна быть там, а сейчас я тут. В этом городе проходит очень много фестивалей, не только посвященных ЛГБТ тематике, но и многим другим. Я наконец-то дошла до того места, где будет начинаться сам Прайд, потому что когда гуляла, у меня было где-то 2 часа до мероприятия, и я вообще в другую сторону пошла, и поэтому мне надо было быстро идти на место, там, где будет начинаться все. Я не понимаю, почему сейчас ничего не начинается, хотя уже 2 часа, и написано, что в 2 часа начнется мероприятие. Блин, я так расстроена из-за того, что я купила специально микрофон, чтобы записывать видео, чтобы был хороший звук. Но он такой ужасный звук делает, прям очень. Лучше справляется с этим наушники даже. Или просто, я не знаю, сам телефон. Вы можете задаваться вопросом, почему именно в Сиджесе так масштабно празднуют карнавалы? Хотя Барселона больше, популярнее, а Сиджес сам маленький, и ехать до него от Барселоны 30 минут. Почему именно в Сиджесе? А ответ кроется в том, что Сиджес стал городом, где в 80-х годах люди уже начинали открыто относиться, признавать таких людей, быть свободными по сравнению с другими городами. Обратите внимание на эти веера, которые держат люди на трибунах. Их чаще всего раздавали всем окружающим, но почему-то на этой трибуне их кидали прям в толпу, а это вообще небезопасно, и мне как раз кинули в глаз. Хорошо, что я в порядке, и я не сильно пострадала, но мне было реально больно. Мне очень все понравилось, прям очень. Еще много платформ по сравнению с Таррагоной. Еще очень классно то, что очень много дедушек, бабушек и вообще такого поколения. И не только которые выступают, но еще которые присутствуют, радуются вообще. Я смотрела, возле меня дедушка стоял, он так радовался очень сильно. Меня очень поразило, как люди одевались очень ярко, творчески подходили к наряду и даже очень-очень откровенно моментами. Ну, в основном, да, очень откровенно по сравнению с Таррагоной, например, на Прайде. Сейчас я в Таррагоне уже приехала наконец-то. Смотрите, как я сгорела. Что мне очень сильно понравилось на Прайде, то, что подарили такую милоту. Вот один. Подарили наклейку, ну, то есть 2 наклейки, вот такая одна, и вторую я подарила своей подружке. Мы как раз встретились с ней в Сиджесе, погуляли чуть-чуть, где-то 2 часика, и разошлись. Еще у меня такой вопрос: почему в Сиджесе праздновали Прайд очень мало женщин? Очень было много мужчин, прям очень. А вот женщин я не прям так много видела. Вокруг Прайда всегда много споров. Кто-то до сих пор вешает на людей ярлыки, придумывает обидные клички и осуждения. Многие тратят кучу энергии на то, чтобы просто ненавидеть чужой образ жизни. Но я думаю, каждый человек должен сам выбирать свой путь. Зачем осуждать человека, который хочет относиться к этому сообществу и быть не такими, как все?
Это его выбор, его жизнь. А многие этого не понимают и зацикливаются на его жизни, слушая пропаганду политиков. И еще хочу добавить мнение от себя. Не зацикливайтесь на том, что говорят политики, когда кто-то из лидеров начинает громко кричать, что он против ЛГБТ, или пугать всех пропагандой. Знайте, что это просто игра на публику, чтобы отвести внимание от важных вещей в стране. В туалете еще больше видно, как у меня лицо сгорело. Это вообще ужас. Как это? Очень холодно в вагоне. Прям я не знаю, какая температура. Спасибо за просмотр. Очень была рада провести с вами время и показать этот шикарный, я не знаю, даже описания прайда нету, потому что он такой радужный. Переходите на следующее видео, как я была на прайде в Таррагоне.